Привет всем любителям бурятских порномультиков. И вот, я вновь у микрофона, готов скрасить ваши унылые будни подборочкой хентая, которые явно стоит заценить. Но перед началом я хотел бы сказать вам очень важную инфу. Подписывайтесь на паблик ВК и добавляйтесь в друзья ВКонтакте. А также хотелось бы сказать, что спонсором данного видео является топ-донатер этого канала, который периодично кидает мне в ебало такие кошерными шекелями и пытается купить мою душу. Кирилл и Захар, совет вам да любовь, а Софья приветик. Друг сына, иначе говоря, сын маминой подруги. Весьма неплохой хентай, который с честью отстаивает свой жанр даже спустя долгие годы. Из главенствующих персонажей имеются два друга, Казуши и Рёта, и как вы уже догадались, их мамки, Йока и Мисао. История начинается с того, что нам дают понять, что у Йока лютый недотрах, который длится целый год, а все из-за постоянной работы мужа, и она, сидя дома, наяривает каждый день в одно и то же время, пока Казуши нет дома. Где-то в этом же промежутке времени Рёта дает Казуши порнушку, приобретенную на черном рынке? Че, блядь? Упустим этот момент. Ну и как обычно бывает у друзей, они начинают говорить, что трахнули бы матерей друг друга. Ну так-то да, как в КС не зайду, там почти та же хуйня. И вот Рёта отлучается в магаз, а Казуши остается один в его хате до ночи. И вот его сон прерывает... Нет, не мать Рёта, а какая-то розоволосая девка, которая нам вообще нахуй не нужна. Так что... Попытку изнасилования Казуши прерывает Мисао, которая говорит: ай-яй-яй, а что если твоя мать об этом узнает? Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Ну, вы как бы уже понимаете, к чему все ведет. На следующий день Мисао приглашает Казуши к себе под предлогом передать что-то для Йока, но это просто предлог для очередного домогательства. А в это время Рёта пошел к Йоко, которая в этот момент представляла себе своего сына во время мастурбейшн. И ее тоже шантажируют ради молчания. А дальше сами посмотрите, ибо с концовки охуел даже я. Кстати, цензуры тут нет. Строгий учитель. Соседка Рин, которая с детства относилась к пацаненку по имени Сома как к брату и по совместительству является его учителем, но со временем отдалившаяся от него. И наш паренек решил отправить ей любовное письмо. Но Рин порвала его на глазах у всего класса. И парень решил сходить к медсестре, поплакался, а она дала ему специальные таблеточки. Но у таблеток была побочка в виде спонтанного стояка, который медсестричка и решается снять. Только вот одной лишь техники глубокой глотки оказалось мало, и во время лечебной терапии в кабинет заходит Рин и весьма справедливо называет Сому пиздоболом. Она просто упала на член. Пиздишь? Нет, пиздишь. Сейчас поверишь. И вот Рин тоже решила упасть на член, только вот они забыли про медсестру, которая записала все эти действия на видео и ясно дала понять, что Рин идет нахуй и не сможет им ничего сделать за непотребство на территории школы. И медсестра предлагает пари. Если Сома докажет Рин свои чувства за 10 дней, она будет полностью его, а если нет, то Соме придется исключиться из школы. Жена старшего брата. Да, с момента выхода этого хентая прошло уже почти 12 лет, но это явно ему не мешает. Май – главный женский персонаж, чей муж уехал по работе в другое место и оставил ее присматривать за цветочным магазином, ребенком, а заодно и за своим младшим братом. Цутому же – это брат мужа, к жене его неравнодушен. И как я уже упомянул, он живет с Май, пока братец в отъезде. Однажды утром, проснувшись, Цутому ловит сначала стояк, а потом и панцушот от Май. Завтракает, занимается рутинными делами, принимает новую работницу по имени Казуэ, а вечером приходит домой и застает Май уже нехило надравшуюся алкоголем. И решает, что засосать ее – это лучший выход из неловкой ситуации. А она и не против. Да чего уж, она и на член прыгнуть не против. Вот только утром говорит, чтобы он забыл о том, что произошло. Это все неправильно и все в таком духе. Но вы правда думаете, что на этом все закончится? Нихуя подобного. Настоятельно рекомендую к ознакомлению. Hurtful Maman the Animation, или же на славянском сердечный... Маман? У Мао умерла мать, и со средней школы он жил с отцом. Но как только Мао поступил в универ, его батя вышел за сигаретами и не вернулся. Прям как в жизни. Но спустя 4 года батяня объявился и решил жениться повторно, дабы у его сыночка наконец-то появилась мать. Вот только Мао страдает генофобией. Я этот хентай включил, чтобы подрочить или чтобы саморазвиваться. И вот, на следующее утро он остается со своей новоиспеченной маман наедине и за обе щеки уплетает приготовленный ей завтрак, после чего отправляется с ней на прогулку по городу. А что может быть лучше после прогулки, чем принять ванну вместе с мамкой? Стоп. Чё, блять? Все, выключай, мне хуй стал. И как будто этого мало. Она решила окончательно добить психику парнишки, заставив его ночью спать с ней вместе. Но это еще не все. Придя с универа, Мао застал свою мачеху без одежды, так еще и в период лактации. Так эта ебанутая еще и докопалась до него, типа, ну, чё ты ссышь, посмотри, чё как не родной. А почему он на это согласился со своей-то фобией, я вообще в душе не ебу, но все дошло до глубокого горлового. А чуть позже выясняется, что батя-то уезжает на месяц в командировку, и этим двоим явно будет чем заняться в это время. Так же, как и вам, пока родителей нет дома. Дневник вдовы.
Муж Аяка умер 4 года назад, и поэтому Акита приехал помочь ей по дому. Так как Акита показал себя с лучшей стороны, Аяка готовит ужин и выпивку. Бахает немного алкоголя, а после чего доебывается до парнишки с целью сделать его мужчиной. Так как хентай односерийный, все-таки рекомендую ознакомиться с ним лично, а то рассказывать мне почти нечего. Как сюда попал односерийный 15-минутник? А это, мои дорогие, бонус, и раз я впихнул его в видос, опишу его хотя бы парой слов. Парнишка решается подойти к женщине, которая постоянно сидит в парке и читает книгу, и та предлагает ему ее почитать, но книжка-то не обычная, а с порнушкой, хоть у девки и стрёмное ебало, кстати, жизненно, но оно компенсируется отсутствием цензуры, а это, прошу заметить, всегда в почете. И после пары предложений она набрасывается на него с целью засосать и совратить. Фу, блять, у этих девок только одно на уме. Генка-то был прав, женщины опасны для общества. Пацаны, берегите себя, девок много, а вот вы у мамки одни. Спасибо за просмотр и материальную поддержку. В скором времени мы с вами еще услышимся. Удачи и пока. Ня!